Центробежные насосы используют для перекачивания воды, нефти и других жидкостей. Попробуем разобраться, почему конструкция этих насосов позволяет успешно выполнять задачи по транспортировке жидкостей. Главными элементами центробежного насоса являются рабочее колесо, которое приводит в движение жидкость, и корпус, который позволяет подвести жидкость к колесу и отвести в напорный трубопровод. Рабочее колесо закреплено на валу, установленному на подшипниках. Вращение на вал передается от двигателя, чаще всего электрического. При вращении вала вращается и рабочее колесо насоса. Лопатки, расположенные на колесе, воздействуют на жидкость и приводят ее во вращение. Частицы жидкости разгоняются. В результате воздействия лопаток увеличивается энергия потока жидкости. Разогнанные частицы жидкости поступают в спиральный отвод, который позволяет преобразовать часть скоростного напора в давление. Диаметр проходного сечения спирального отвода и выходного патрубка постепенно увеличивается. Скорость потока жидкости снижается, а давление, согласно закону Бернулли, увеличивается. При работе насоса жидкость непрерывно поступает в корпус насоса через входной патрубок. Но что произойдет, если жидкости в насосе не будет? Например, при первом включении корпус насоса будет пустым. Чтобы жидкость заполнила насос, нужно добиться того, чтобы давление в корпусе насоса стало ниже атмосферного. Тогда под действием давления атмосферы жидкость заполнит корпус. Для того, чтобы снизить давление в насосе, нужно выкачать часть воздуха из корпуса. Сможет ли это сделать обычный центробежный насос? Нет, так как частицы движутся в насосе под действием инерции, а она зависит от массы. Масса частиц воздуха гораздо ниже, чем частиц воды, поэтому перекачивать воздух при тех частотах вращения, на которых работает центробежный насос, не удастся. По этой причине центробежные насосы перед включением нужно заливать через специальный канал, выполненный в корпусе, или через напорный патрубок. Тип рабочего колеса. В центробежных насосах используются рабочие колеса трех основных типов. Закрытые, в которых присутствуют задний и передний диски, лопатки и обтекатель. Полуоткрытые, в которых отсутствует передний диск. Открытые, в которых оба диска отсутствуют. Рассмотрим несколько типов конструкций центробежных насосов. В горизонтальных насосах вал установлен горизонтально, в вертикальных – вертикально. Горизонтальные обычно устанавливаются на фундаменте, над поверхностью жидкости. Такие насосы называют поверхностными. Вертикальные насосы удобно размещать непосредственно в скважине, погружая их в воду. Такие насосы называют погружными. Насос называют консольным, если вал с рабочим колесом установлены консольно, то есть на подшипнике опирается только одна сторона вала. Если рабочее колесо установлено непосредственно на валу двигателя, то такой насос называют моноблочным. Тяжелое рабочее колесо устанавливать консольно нельзя. В этом случае вал устанавливается на подшипниках, а рабочее колесо размещается между ними. Данная конструктивная схема хорошо подходит для реализации двухстороннего подвода. Лопатки на рабочем колесе располагаются с двух сторон. Соответственно, и жидкость к ним должна подводиться с двух сторон. Таким образом, мы получили фактически два качающих узла, без значительного увеличения массы и габаритов насоса. Такая схема актуальна для насосов с большой производительностью, так как перекачивающие узлы установлены параллельно. Многоступенчатые центробежные насосы. Последовательная установка насосов позволяет увеличить напор жидкости, подаваемой в систему. Последовательно установленные насосы можно объединить, разместив несколько рабочих колес в одном корпусе. Жидкость с выхода первого колеса будет поступать на вход второму, с выхода второго на вход третьему и так далее. Применение многоступенчатой схемы позволяет повысить напор насоса в разы, так как рабочие колеса установлены последовательно, и каждый из них увеличивает напор. В многоступенчатых насосах могут использоваться разные рабочие колеса. Например, в шнеко-центробежных насосах на первой ступени установлен шнек,
а на второй — центробежное колесо. Другим распространенным вариантом является использование эжектора в качестве первой ступени центробежного насоса. Если вам интересна работа насосов представленных схем или других конструкций, напишите об этом в комментариях, а мы постараемся сделать о них видео.